Тысячи лет назад, задолго до появления современных религий, письменности и даже первых государств, по всему миру начали рождаться мифы. Эти мифы не были просто сказками у костра. Они передавались из поколения в поколение, вырезались на камне, записывались на глине, пели в гимнах и служили фундаментом для целых цивилизаций. И что самое странное, в этих древнейших историях с пугающим постоянством повторялась одна и та же идея: кто-то пришел с неба. Почти у каждого народа на планете есть история о том, как на Землю спустились существа, не боги в нашем современном понимании, а именно пришедшие сверху. Их называли по-разному: нефилимы, ануннаки, девы, нетеру, вататчины, человеки грома. Но смысл один — это были те, кто не родился на Земле, но повлиял на ее судьбу. У австралийских аборигенов существовали мифы о небесных пришельцах, которые прибыли на летящих змеях и научили людей земледелию. В племенах Северной Америки рассказывают о небесных народах, которые пришли в огненном вихре и жили среди людей. В Индии веды описывают богов, летящих на небе в сияющих колесницах. Египтяне называли своих небесных богов Неттеру, пришедшими установить Маат, порядок. Как объяснить тот факт, что столь разные культуры, жившие за тысячи миль друг от друга, использовали практически идентичные образы: небо, звезды, спуск, вмешательство и знания, принесенные извне? Все это заставляет задуматься, а если эти мифы не просто мифы? Одной из древнейших цивилизаций, которая прямо указывала на небесных пришельцев, были шумеры. Именно туда мы и направимся дальше. Но будь готов, имена, которые ты услышишь, будут звучать как из научной фантастики, но они реально высечены на глиняных табличках. Когда археологи в XIX веке начали раскапывать территорию Месопотамии, они даже не подозревали, на что наткнуться. Под слоями земли и песка лежали тысячи глиняных табличек с клинописью, самым древним известным способом письменности. А на этих табличках тексты, которые датируются как минимум 4-м тысячелетием до нашей эры. И вот что там было написано. Шумеры верили, что их цивилизацию не создали сами люди. Они говорили, что на Землю с небес прибыли могущественные существа, которых они называли Анунна. Это означает «те, кто с неба на Землю спустились». Анунна не просто наблюдали за человечеством, они активно вмешивались. Согласно текстам, именно они создали людей, чтобы те работали на них. Эти небесные сущности были организованы в строгую иерархию как правительство, и у каждого было имя. Энлиль — бог воздуха и повелитель земли, Энки — бог вод и мудрости, Ан — небесный отец, Инанна — богиня войны и любви, Уту — бог солнца, Нанна — бог луны. Это не просто образы. Их имена повторяются в десятках табличек, их взаимоотношения, конфликты и действия описаны с такой подробностью, как если бы это были реальные исторические личности. Что особенно странно, эти тексты не подаются как легенды. В них нет типичных для мифов метафор и поэтики, это звучит как документальная хроника. Где они жили, что делали, как правили, как создавали людей — все сухим языком летописи. Следующее, что шокировало исследователей — конкретные детали взаимодействия этих существ с людьми. Об этом подробно говорится в текстах, посвященных каждому из них. Поэтому мы разберем каждый образ по отдельности. Начнем с самого главного набора имен — с ануннаков. В шумерских текстах ануннаки представлены как группа высших существ, прилетевших с неба, чтобы управлять землей. Это не метафора. На табличках прямо сказано: они спустились с неба и принесли с собой священные планы мира. Имена этих существ зафиксированы четко и однозначно, и каждое имя с уникальной функцией. Ан — бог неба, главный среди богов. Он олицетворяет сам космос и верхний уровень мира. Энлиль — его сын, командующий землей, повелитель воздушных потоков и бурь. Его боялись, но и уважали. Энкис — другой сын Ана, бог подземных вод, магии и знаний. Он часто выступает как покровитель человечества. Инанна — богиня любви, но также и разрушительной войны. Одна из самых активных фигур в пантеоне. Уту — бог солнца и справедливости, следящий за порядком. Нанна — бог луны, отец Уту и Инанны. Что делает эти тексты уникальными? Это не просто список имен. Это взаимоотношения, интриги, споры, военные конфликты и разделы влияния. Прямо как в современных правительственных структурах. В одном из текстов Энлиль и Энки спорят о том, как должны быть устроены города. В другом Инанна требует больше власти и идет на военный поход. Все это фиксируется без поэтических украшений, как отчет.
Исследователи переводят таблички с шумерского и аккадского десятилетиями, и по мере переводов становится ясно. Шумеры не воспринимали ануннаков как абстрактных богов. Они считали их вполне реальными, материальными и могущественными. И их небесное происхождение подчеркивается постоянно. Но не только шумеры верили в таких существ. Египтяне тоже оставили записи о тех, кто пришел с неба и правил до фараонов. Давай откроем храмовые надписи Египта и посмотрим, какие имена были известны там. Когда египтяне говорили «боги», они имели в виду не абстрактные сущности, а тех, кто однажды пришел на землю и установил на ней порядок. Если вам интересно, что еще скрывает древняя история и какие имена могут появиться в нашем следующем расследовании, не забудьте подписаться на канал. А если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали искать ответы на загадки прошлого, загляните по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране. Ваша поддержка для нас важна. Это подтверждается в тексте пирамид, книге мертвых, а также списках царей, найденных на стенах храмов. В некоторых списках перед правлением первых фараонов указаны имена Нетеру, богов, управлявших Египтом тысячелетиями до человеческих царей. Имя Птаха появляется первым. Он тот, кто якобы создал все сущее словом. Следом за ним идет Ра, солнечное божество, которое путешествовало по небу на своей ладье. Осирис — царь, принесший знания и правивший как мудрый вождь. Тот — бог письменности, науки, медицины и счета. Он описан как тот, кто пришел с Луны и владеет знанием звезд. Мифы утверждают, что эти существа не умирали, а уходили обратно на небеса, как Ра, который каждую ночь исчезал и возвращался утром. Особенно интересен список Туринского папируса, документ, в котором указаны имена царей Египта, включая тех, кто правил до людей. Там значится правление продолжительностью в 1000 лет, слишком долго для обычного человека. Все это может звучать невероятно, но надписи на стенах храмов, в гробницах и на папирусах — физические артефакты. Они не исчезают, их можно читать, анализировать, сравнивать. И они говорят об одном. Египет управлялся теми, кто не был рожден на земле. Согласись, это уже не просто легенда. Особенно, когда подобные тексты есть и в другой священной книге, исключенной из Библии. Книга Еноха, древнееврейский текст, запрещенный и удаленный из канона Библии. Но именно в нем находится один из самых странных и подробных описаний небесных пришельцев. Текст утверждает, что группа стражей небесных спустилась на Землю в те времена, когда люди только начинали заселять планету. Они были названы падшими ангелами, но в самом тексте речь не о духах, а о физических существах. Они прилетели с верхов неба и стали взаимодействовать с людьми. Некоторые из них выбрали себе земных женщин, вступили в связь и породили потомков, исполинов. Эти потомки стали разрушительными гигантами, несущими хаос. Самое поразительное — имена этих пришельцев перечислены. Главный из них — Семьяза, лидер 100 духов. Также упомянуты Азазель, Артакафа, Рамель, Касадея и другие. Их деятельность описана очень конкретно. Они учили людей металлу, оружию, чарам, астрономии, макияжу, знакам и заклятиям. То есть передали знания, ранее недоступные человечеству. Из-за своих действий они были наказаны, заточены в темные бездны под землей, а потомки их уничтожены потопом. Все это создает пугающее, но детальное описание небесных существ, повлиявших на развитие человечества. Но ведь и у греков были свои пришедшие, с именами, родословными и очень похожими историями. В греческой мифологии тоже все начинается с тех, кто не был человеком. Самое удивительное, греки не скрывали, что их боги произошли от титанов, а те от неведомых сил, пришедших из хаоса. Но чем глубже копаешься в текстах Гесиода и Гомера, тем больше видишь. Речь идет не о мифических духах, а о существах, обладающих плотью, желаниями, оружием и даже транспортом. Зевс, Гера, Посейдон, Аполлон, Афина, Артемида — все они имеют четкую иерархию, родословную, территорию влияния и даже расписание действий. В Теогонии Гесиода указывается, как именно Зевс пришел с небесного Олимпа и установил свой порядок, победив титанов. И здесь интересно, Олимп — это не просто гора, а место, куда никто из смертных не может попасть. Его описывают как пылающий светом и покрытый облаками, что больше похоже на воздушный корабль или закрытую базу, чем на скалу. Афина появляется из головы Зевса, рождение которое вызывает массу споров даже у древних. Аполлон и Артемида рождаются на острове, который не имел корней в земле — Лето. Это описание будто он парил в воздухе.
Интересно и то, что у греческих богов был собственный кодекс вмешательства. Они не всегда имели право напрямую действовать в делах смертных, но часто нарушали это правило. Особенно в мифах о Троянской войне, где боги спускались на поле боя, сражались и даже получали ранения. Греческие боги выглядели как люди, влюблялись, мстили, вмешивались, учили и карали. Они не были нематериальными, напротив, они были слишком человеческими. И по странному совпадению, многие из них — дети, пришедших с неба. А вот в Индии пошли еще дальше. Они не просто называли имена, но и описывали полеты на кораблях, состав экипажа и даже типы оружия. Древнеиндийские Веды, Махабхарата и Рамаяна — это тексты, которые до сих пор остаются загадкой для исследователей. Их датируют не позже второго тысячелетия до нашей эры, но по содержанию они будто принадлежат какому-то высокоразвитому миру. Здесь боги не просто пришли с неба, они спустились на Вимана, небесных колесницах. Имена богов подробно описаны: Индра, Вишну, Шива, Агни, Варуна. Каждый из них имел не просто образы, а четко зафиксированные действия. Индра — повелитель неба и молнии, Вишну — защитник миров, Шива — разрушитель и трансформатор. Но самое интригующее — описание их технологий. В Махабхарате упоминаются полеты на Вимана, устройствах, которые могли двигаться вверх, вниз, по диагонали, исчезать в небе, создавать звук, от которого прятались животные. Там же упоминается оружие Брахмы, разрушавшее города одним ударом. Его эффект описан как взрыв ослепительного света, от которого деревья горели, а вода испарялась. Это описание уж слишком напоминает ядерный взрыв. Боги взаимодействовали с людьми напрямую, обучали их, вступали в союзы и даже браки. Вишну, согласно текстам, спускался на землю много раз, в разных воплощениях, чтобы помочь людям. Его образы — рыб, черепах, львов, людей. Он был пришельцем, который адаптировался под местную форму жизни, но сохранял свое небесное могущество. В текстах описаны даже внутренние помещения Вимана, экипаж, оружие, маршруты. Все это указывает на попытку описания реального опыта, а не метафоры. А вот на севере Европы в это время возникала своя пантеонология, и в ней тоже было место небесным воинам. Скандинавские мифы долгое время считались сугубо фольклорными, но в последние десятилетия исследователи все чаще обращают внимание на их внутреннюю структуру. Эти мифы, зафиксированные в старшей Эдде и младшей Эдде, полны деталей, которые указывают на концепцию богов-пришельцев. Вот главные действующие лица. Один — Тор, Локи, Фрик, Хеймдаль. Согласно мифам, Один не родился на земле, он пришел из Асгарда. Асгард — это мир, находящийся вверху, отделенный от мира людей радугой-мостом, Бифрёстом. Бифрёст не был простой радугой. Он сиял, горел и был проходом между мирами. Все это больше похоже на портал или транспортную систему. Тор, сын Одина, обладал молотом Мьёльниром, который возвращался к нему в руку, как будто был управляем по команде. Сам Тор ездил на колеснице, запряженной козлами, но часто и летал сквозь облака, рассекая громом небо. Хеймдаль, страж моста, имел слух, позволяющий слышать, как трава растет. Локи мог менять форму, исчезать и появляться, путешествовать между мирами. Особенно интересен миф о создании человека. По легенде, Один и его братья создали первых людей из дерева. Они вдохнули в них дыхание жизни, разум и речь. Это почти дословно повторяет шумерский миф о создании людей богами. Все эти божества организованы, дисциплинированы, имеют оружие, транспорт, регламенты, а после Рагнарёка, конца времен, должны вернуться в свои небесные дома. А теперь представь, что подобные истории существуют и у народов, никогда не контактировавших с Европой, в диких джунглях и горах Америки. Коренные народы обеих Америк тоже сохранили удивительные легенды о пришедших с неба. И снова это не абстрактные духи, а конкретные существа с именами, внешностью, задачами и последствиями их визитов. Причем эти рассказы передавались устно с такой точностью, что спустя века фиксировались исследователями почти без изменений. У ацтеков был Кецалькаатль, пернатый змей, который пришел с востока, научил людей письму, строительству, сельскому хозяйству и исчез, пообещав вернуться. Его описывали как белокожего, с бородой и светлыми глазами. Очень необычная внешность для региона. Майя знали Кукулькана, ту же сущность под другим именем. Он также пришел с неба и ушел, пообещав вернуться.
У народов Пуэбло на юго-западе Северной Америки есть легенды о небесных людях, которые прилетели на летающих щитах и дали знания о медицине и звездах. У Навахо миф о Человеке-пауке, который спустился с неба на серебряные нити и научил их ткать. У Хопи есть описание людей из подземного неба, которые спасли их от катастроф. Имя Веракоча у инков — это великий создатель, спустившийся с неба, чтобы дать человечеству закон. Он путешествовал по земле, а затем вернулся на небо по воде. Странное описание, не поддающееся буквальной интерпретации. И в этих историях, как и у других народов, подчеркивается одно: они не были местными. Они пришли откуда-то и ушли обратно. Но и самые изолированные народы планеты, аборигены Австралии, тоже что-то знают. И знают давно. Австралия — один из самых изолированных континентов на Земле. Народы, живущие здесь на протяжении десятков тысяч лет, были оторваны от остального мира. И тем не менее, в их устных мифах все те же знакомые образы: звезды, небо, приход извне, знания и вмешательство. Аборигены верили в существ Ванджина, духи, которые пришли с неба во времена сновидений. Эти существа описывались как высокие, с огромными глазами, без рта, с ореолами вокруг головы. Изображения Ванджина высечены на скалах в Северной Австралии и выглядят пугающе современно. Их часто принимают за пришельцев, но это реальные рисунки, созданные руками древних людей тысячи лет назад. В мифах говорится, что Ванджина спустились с неба, дали людям знания о выживании, охоте, правилах поведения и даже запретах. Затем они ушли обратно в небо и запретили людям изображать их лица после смерти. Нарушение этого запрета считалось смертельно опасным. Есть также упоминания о джинни, существах, пришедших из звездных систем, которые строили первые жилища, учили пользоваться огнем и ориентироваться по звездам. Мифология аборигенов изобилует указаниями на небесные тропы, звездные дороги и порталы, по которым можно было попасть в другие миры. Аборигены не строили храмов, не имели письменности, но их знания о звездах и Вселенной поражают даже современных астрономов. Многие их ритуалы связаны с конкретными звездными циклами, как будто кто-то действительно обучил их наблюдать небо системно. На другом конце света, в древней Месоамерике, подобные знания связаны с конкретными артефактами и богатствами, которые были подарены с небес. Многие древние цивилизации утверждали, что их богатства и технологии пришли с неба. В легендах, мифах и текстах упоминаются не только существа, но и предметы, которые они принесли: символы, инструменты, оружие, металлы и даже книги. Это не фантастика. Во многих случаях речь идет о вполне конкретных артефактах, следы которых находят археологи. У шумеров был символ Мес, таблички с небесными законами, которые передавались от богов к царям. Эти таблички якобы содержали коды, по которым должно строиться общество, и даже упоминались как объекты, которые можно потерять и вернуть. Что-то вроде небесной инструкции. У египтян были Анх и Уас, жезлы и кресты, которые держали в руках боги. Они несли не просто символику, а силу. Анх по мифам давал бессмертие, Уас — власть. И эти предметы всегда изображаются в руках тех, кто пришел с неба. В индийских ведах боги пользовались оружием, которое действовало по непонятным принципам. Ваджра, молния Индры, могла разить врагов с расстояния, оставляя после себя обугленные тени. Оружие Брахмы разрушало все в радиусе, создавая сияние, от которого даже вода исчезала. Эти описания оставляют впечатление технологического воздействия, а не магии. Ацтеки и майя верили, что Кецалькаатль принес золото, кукурузу и письменность с неба. Причем золото считалось дыханием богов. Его нельзя было использовать в быту, только в храмах, как память о небесном приходе. Такие символы встречаются и у других народов. Кольца, шары, книги, зеркала, небесные камни, палки света. Все это — описание предметов, не похожих на то, что могли создать тогдашние люди. Но что, если эти артефакты и правда существовали? Переходим к археологическим свидетельствам, которые могут дать неожиданные подсказки. Если древние тексты говорят об инопланетных визитах, археология — это тот инструмент, который может подтвердить или опровергнуть такие заявления. И вот что удивительно: чем глубже копают археологи, тем больше находят следов, не вписывающихся в привычную картину истории. Бааль-Бек в Ливане — гигантская каменная платформа, составленная из мегалитов весом более 1000 тонн каждый. Современные технологии не способны легко повторить такое строительство. Местные легенды утверждают, здесь спустились боги и создали трон из камня.
Пума-Пунку в Боливии — каменные блоки, разрезанные с микронной точностью, будто по лекалам. Местные индейцы утверждали, что эти строения возвели белые бородатые боги, пришедшие с неба. Саркофаг в Паленке — изображение правителя, будто находящегося в капсуле, окруженного трубами, рычагами и огнем из сопел. Это не вымысел. Это настоящая плита, которая лежит в музее. Образ похож на человека в кабине. Карты Пири Рейса, найденные в XVI веке, изображают Антарктиду без льда, такой, какой она была более 6000 лет назад. Но кто мог ее картографировать до открытия материка? Петроглифы, статуи, летописи. По всему миру находят изображения существ с большими глазами, в шлемах, с предметами, похожими на антенны. И почти все они датированы тысячами лет до появления астрономии или навигации. Это не доказательство, но это след от того, что может подтверждать легенды. Но если эти следы сохранились, кто и зачем их оставил? Со временем мифы о небесных пришельцах начали менять форму. Они проникли в эпосы, сказания, предания и стали частью культурного кода. Но даже в этих измененных формах можно проследить одни и те же образы, повторяющиеся имена и мотивы. В средневековых легендах Европы появляются ангелы, падшие звезды, странники в белом, приносящие знания и исчезающие также внезапно. Они не всегда назывались богами, но всегда приходили не отсюда. Иногда из неба, иногда из других земель, которые никто не мог найти. В японских легендах появляются тенгу, человекоподобные существа с крыльями и сверхспособностями. Они спускались с гор и учили монахов медитации, боевым искусствам и внутреннему свету. В кельтских сагах описаны ситхи, народ холмов, способный проходить сквозь пространство и время. У них были свои дворцы, законы и даже свои технологии. Ситхи часто описывались как пришедшие до людей, живущие по своим правилам. Даже в русских былинах можно найти гостей небесных, огненные колесницы и ангелов, схожих с людьми, но сияющих. Все это отражение древних тем, упакованных в художественную форму. Народная память бережет образы дольше, чем книги, а когда образы повторяются из культуры в культуру, стоит задаться вопросом, что именно пытается сохранить человечество. А теперь посмотрим на сами мифы как на систему. Почему они так похожи друг на друга, даже если между культурами целые континенты? Если положить на стол мифы разных культур, от Австралии до Скандинавии, от Египта до Америки, возникает ошеломляющее ощущение, это будто вариации одной и той же истории. Разные имена, разные пейзажи, разные костюмы, но сюжет повторяется снова и снова. И это не случайность. Везде есть небо, везде есть те, кто пришли сверху. У всех культур есть идея о вмешательстве извне. Иногда эти существа мудрые и добрые, иногда жестокие и мстительные, но главное не в характере, а в происхождении. Их описывают как пришедших в огне, спустившихся в сиянии, появившихся на летящих колесницах. Такие описания мы находим у шумеров, в Ведах, в книге Еноха, у майя, в Эдде, у аборигенов. Структура мифов тоже пугающе повторяется. Сначала приход, потом обучение, затем конфликт или нарушение. И в конце уход обратно на небо. Шумеры описывают спор между Энки и Энлилем. Египтяне — борьбу между Осирисом и Сетом. Индийцы — битвы между Девас и Асурас. Греки — войну богов с титанами. Везде борьба между старыми и новыми пришедшими. Повторяются даже детали. У многих есть священные предметы, оружие грома, лучи света. У многих фигурируют небесные календари, знания астрономии, понятия о времени. И в каждом случае знания считаются подарком от богов. Если бы мифы были всего лишь культурными фантазиями, они бы отличались. А тут, словно кто-то разослал один и тот же сценарий разным народам. И каждый записал его на своем языке. Что это? Коллективная память? Архетип? Или след от одной и той же реальной истории? Становится особенно интересно, когда задаешься вопросом, а зачем все эти культуры вообще хранили эти истории? Почему древние народы не просто сочиняли мифы, но вели их учет, передавали из уст в уста, записывали на стенах, в камне, на папирусах и табличках? Почему эти истории стали ядром их верований, законов, культуры и образа жизни? Ответ, возможно, в том, что эти мифы были для них не сказками, а воспоминаниями. Когда человек сталкивается с чем-то, что он не может объяснить, он сохраняет это в образах. Так и появились боги, небожители, сыновья неба. Их действия фиксировали в летописях, а имена в гимнах. Не для того, чтобы просто рассказать сказку, а чтобы передать опыт.
чтобы потомки знали, когда-то они были среди нас. Но откуда приходят такие совпадения? И почему даже самые изолированные народы говорят об одном и том же? Возможно, память о небесных пришельцах встроена в коллективное сознание человечества. Она не исчезает. Она возвращается снова и снова в новых образах, под разными именами, но с одной и той же темой. Именно эти вопросы тревожат людей по сей день. От них не уйти, потому что они касаются нас самих. Кто мы? Почему мы такие? Почему все началось именно так? Вопросов больше, чем ответов. Но каждый новый шаг — это не просто поиск истины. Это попытка понять, кем мы были до того, как стали людьми. На одной стороне стоят скептики, ученые, историки, критики, которые утверждают, все, что мы называем небесными пришельцами, это иносказание, попытка объяснить природные явления, психология древнего человека. По их мнению, ни один текст нельзя воспринимать буквально. На другой стороне — исследователи альтернативной истории, независимые археологи, лингвисты, энтузиасты. Они утверждают, что все давно написано, просто мы смотрим на это через призму современной логики, что древние тексты и есть историческая хроника, записанная языком того времени. И между ними огромный разрыв. Одни требуют доказательств в виде артефактов, другие указывают на тексты и совпадения. Одни опираются на технологический прогресс, другие — на память цивилизаций. Но как бы ни расходились позиции, есть одно общее — интерес. Миллионы людей по всему миру продолжают искать ответы, читать древние тексты, посещать археологические памятники и задавать себе вопрос, что если это правда. Вера в пришельцев с неба сегодня не просто миф, это часть культуры, часть кинематографа, литературы, искусства и даже политики. И вот почему эти истории продолжают жить. Мифы о небесных существах не только не исчезают, они получают вторую жизнь. Голливуд снимает фильмы, авторы пишут книги, музыканты используют древние образы, бренды делают символику на основе табличек и надписей. Почему? Потому что эти истории универсальны. В них есть начало, вмешательство, падение, наказание и возвращение. Это архетип, который встроен в человеческое сознание. Он понятен в любой культуре. Он трогает что-то древнее внутри нас. Имена вроде Энки, Индра, Кецалькоатль, Тот-Ра или Семьяза — это не просто символы. Это коллективная память о чем-то большом, что однажды произошло. Люди ищут истину. И когда современные инструменты дают сбой, мы снова обращаемся к старым мифам, как к последнему мосту, который может соединить нас с тем, кто был до нас. Или с теми, кто пришел к нам когда-то давно. Эти истории продолжают жить, потому что в них есть зерно того, чего нам не хватает. Понимание, откуда мы пришли. И как только ты задаешь себе этот вопрос, ты уже не можешь остановиться. А влияние этих древних пришельцев можно проследить даже сегодня, в культуре, языке, архитектуре. Мало кто задумывается, насколько глубоко фигуры пришедших с неба проникли в нашу повседневность. Слова, которыми мы пользуемся, архитектура, которую строим, принципы, по которым живем — все это когда-то пришло к нам через образ высших учителей. Слово «бог» в разных языках связано с небом. Теос у греков, деус у латинян, диаус у ведических индейцев — все эти слова уходят корнями в обозначение неба или света. Даже в английском «God» — родственное слово с «good» и «gold» с намеком на сияние. Крест, звезда, круг — эти символы встречаются в культурах по всему миру как знаки пришедших. В архитектуре храмов, мечетей и церквей мы видим те же формы, что были в мегалитах — ось, купол, портал. В мифах древности небесные учителя приносили закон, календарь, математику. Сегодня мы все еще живем по этим принципам. Сутки, неделя, год — все это следы тех, кто однажды настроил время для людей. Наши праздники, ритуалы, празднования затмений и солнцестояний — все это отголоски древнего календаря, возможно, оставленного пришедшими. Но остается главный вопрос — кто они были и что нам с этим делать? 3000 лет назад на территории современного Ирака существовала цивилизация, оставившая за собой загадочные таблички с клинописью, которые утверждают, что боги пришли с небес. Шумеры, первые известные люди, создали мифы, в которых фигурировали существа, спустившиеся на Землю именно с других планет. Они называли этих существ Ануннаки, что переводится как «те, кто с небес пришли на Землю». Шумеры верили, что эти боги не только создали человека, но и обучили их искусствам, наукам и архитектуре.
На одних из табличек, найденных в руинах древнего города Ура, была изображена сцена, где божественные существа спускаются на Землю с помощью летательных аппаратов, напоминающих современные космические корабли. Эти изображения вызвали множество вопросов у археологов и исследователей. Как могли древние шумеры описать такие технологии, которые кажутся невозможными для их времени? Многие ученые утверждают, что шумеры могли наблюдать за небом и видеть что-то необычное, что подтолкнуло их к созданию этих мифов. В мифах шумеров говорится о том, как ануннаки спустились в Месопотамию, чтобы искать золото, необходимое для их планеты. Плиты из золота и другие ресурсы были жизненно важны для их существования. Чтобы облегчить свои задачи, боги создали людей, которые могли бы работать на них. Этот миф о создании человека заставляет задуматься о том, действительно ли шумеры могли иметь контакты с пришельцами. Одним из самых известных шумерских мифов является история о Гильгамеше, который отправляется на поиски бессмертия. В этом эпосе он встречает разных божественных существ, которые помогают ему в его путешествии. Некоторые исследователи утверждают, что эти боги могли быть представителями другой цивилизации с высокоразвитыми технологиями. Встреча с ними могла быть интерпретирована как общение с небесными существами. 80 лет назад, в 30-х годах XX века, археологи начали расшифровывать шумерские таблички. Результаты их работы шокировали мир. Появились новые теории о том, что боги шумеров могли быть инопланетянами, которые пришли на нашу планету тысячи лет назад. Такие предположения были восприняты с недоверием, но с каждым новым открытием фрагменты древних текстов открывали новые истины. В 21 веке ученые продолжают исследовать эти загадочные тексты. За последние десятилетия были обнаружены тысячи новых табличек, содержащих упоминания о звездах и космических путешествиях. Археологи погружаются в изучение древних мифов, пытаясь выяснить, что же на самом деле произошло в те далекие времена. Мифы шумеров о богах из звезд остаются предметом обсуждений. Они привлекают внимание как ученых, так и любителей мистики. Шумерские тексты открывают двери в мир, где космические путешествия были реальны, а боги спускались на землю с небес. Эти древние легенды продолжают жить, оставляя за собой множество вопросов о нашем происхождении и возможных контактах с другими цивилизациями. На фоне шумерских легенд о небесных пришельцах древние египтяне оставили мифы, полные загадок. В их культуре боги, такие как Осирис, Исис и Гор, не только выполняли религиозные функции, но и, согласно некоторым интерпретациям, могли быть инопланетными существами. Изображения этих богов на храмах и папирусах часто связывались со звездами, что привлекло внимание исследователей. Археологи, анализируя эти изображения, обнаружили, что боги Египта часто изображались с необычными атрибутами. На стенах храмов нашли рисунки, где боги изображены с головами животных и людьми, облаченными в странные доспехи. Некоторые из этих доспехов напоминали современные космические костюмы, что заставляло ученых предполагать контакт египтян с высокоразвитыми цивилизациями. В древнеегипетских текстах упоминаются небесные шлюзы, места, где боги входили и выходили из нашего мира. Эти шлюзы располагались на вершине пирамид, которые могли быть не просто гробницами, а космическими станциями. Некоторые исследователи полагали, что пирамиды были построены с использованием технологий, предоставленных богами. В 1991 году неподалеку от древнего города Гиза археологи обнаружили текст, содержащий упоминания о светящихся объектах, наблюдаемых египтянами в небе. Эти объекты описывались как огни, спускающиеся с небес. Открытие привлекло внимание уфологов, которые начали сопоставлять эти данные с рассказами других культур. В Соединенных Штатах в это же время происходили странные события. Люди сообщали о наблюдении объектов в небе, которые двигались с невероятной скоростью. Некоторые из этих наблюдений совпадали с древнеегипетскими записями, что вызвало интерес к связи между мифами и современными феноменами. Ведущие уфологи начали утверждать, что древние египтяне могли не просто описывать богов, а на самом деле имели контакты с инопланетянами. В 12 году 21 века группа ученых организовала экспедицию в Египет для исследования пирамид и поиска доказательств существования небесных шлюзов. Их цель заключалась в установлении связи между древними текстами и современными наблюдениями. Результаты их работы были многообещающими, но вскоре группа столкнулась с необъяснимыми событиями.
Оборудование начало выходить из строя, а участники экспедиции сообщали о видениях светящихся объектов в небе. Однажды ночью, после раскопок, участники решили провести наблюдение за звездами. Внезапно в небе появилось яркое свечение, которое начало двигаться в их сторону. Члены группы замерли в ожидании, когда объект завис над их лагерем. Это событие стало поворотным моментом для экспедиции. Споры о реальности божественного вмешательства и научных объяснений накалились до предела. Под давлением неопределенности и страха исследователи начали переосмысливать свои подходы к древним мифам. Вопрос о том, действительно ли египтяне знали больше о своих богах, чем предполагалось ранее, стал актуальным. Эта идея открыла новые горизонты для понимания цивилизаций, которые могли оставить следы контактов с инопланетными существами. Интерес к этой теме продолжал расти, но вопросы о событиях прошлого оставались без ответа. На фоне древнеегипетских мифов о космических существах в Месоамерике существовали цивилизации, которые также оставили следы своих верований в небесных пришельцев. Майя и ацтеки создали легенды о богах, пришедших с небес, и их взаимодействии с людьми. Одним из таких богов был Кецалькоатль, известный как пернатый змей. Согласно мифам, он спустился с небес, чтобы принести цивилизации знания и культуру. Эти легенды были записаны на каменных плитах и в кодексах, многие из которых были утеряны или уничтожены испанскими конкистадорами. Однако несколько сохранившихся текстов описывают, как боги спустились на землю на летательных щитах. Археологи, изучая эти записи, начали задаваться вопросом, действительно ли майя и ацтеки могли наблюдать космические корабли. В 1993 году в руинах древнего города Теотихуакан была найдена плита с изображением, напоминающим космический корабль. На этом артефакте были изображены существа в шлемах, что привлекло внимание исследователей и уфологов. Они начали связывать это открытие с мифами о Кецалькоатле и другими легендами, описывающими небесные явления. В это время на севере Мексики, в районе пустыни Сонора, местные жители начали утверждать, что видели яркие огни, спускающиеся с неба. Эти сообщения вызывали беспокойство среди ученых, которые начали исследовать связь между наблюдениями и древними мифами. Некоторым исследователям удалось установить, что многие местные племена имели свои собственные легенды о первозданных божествах, пришедших с небес. Однажды в 21 веке группа уфологов и археологов организовала экспедицию в Мексику, чтобы изучить древние тексты и провести наблюдения. Они надеялись найти доказательства контактов с инопланетянами, основываясь на этих мифах. Во время одной из ночных экспедиций участники заметили в небе яркий объект, который двигался по небу с невероятной скоростью. Этот инцидент стал поворотным моментом для группы, они начали предполагать, что это может быть подтверждением древних легенд. С каждым новым наблюдением участники экспедиции становились все более уверенными в том, что древние мифы о небесных существах могут иметь под собой реальную основу. Обсуждения о том, действительно ли боги майя и ацтеков могли быть инопланетянами, накалились до предела. Исследователи начали пересматривать свои взгляды на историю, задумываясь о возможных контактах с высокоразвитыми цивилизациями. Вскоре после этого группа обнаружила давно забытое святилище, скрытое в джунглях. Внутри они нашли ритуальные предметы и изображения, которые явно отражали небесные события. Среди них была статуя, изображающая Кецалькоатля с элементами, напоминающими современную технику. Это открытие стало шокирующим для участников экспедиции и добавило новые вопросы к их исследованиям. На фоне всех этих событий многие местные жители начали сообщать о новых наблюдениях. Каждый вечер в небе появлялись огни, двигавшиеся по странным траекториям. Это добавляло напряжение к уже и без того ярким событиям, происходящим вокруг экспедиции. Вопросы о том, что же на самом деле происходило в прошлом, стали еще более актуальными. Действия участников экспедиции начали пересекаться с древними мифами, открывая новые горизонты в понимании взаимодействия человеческой культуры с возможными небесными существами. Среди множества легенд о небесных пришельцах индейцы Америки оставили свои свидетельства о встречах с внеземными существами. У племени Хопи существуют предания о людях из звезд, которые приходили на Землю, чтобы предостеречь от самоуничтожения. Эти мифы пересекаются с концепцией 4 миров, где каждый мир представляет разные уровни существования. В них говорится, что только открытые к знаниям могут увидеть светящихся братьев. После открытия святилища в Мексике участники экспедиции стали свидетелями странных событий. Однажды вечером, проводя наблюдения за звездами, небо внезапно озарилось ярким светом.
Огромный объект, напоминающий диск, завис над джунглями, излучая белое свечение. Участники замерли, наблюдая за тем, как этот объект начал медленно опускаться, оставляя за собой след из ярких огней. Вспомнив легенды индейцев Хопи о том, кто пришел с небес, группа ощутила связь с древними преданиями. В мифах говорилось, что пришельцы оставят знаки, чтобы напомнить людям об их долге заботиться о планете. Люди Хопи верили, что эти существа вернутся в критические моменты. Это откровение привело участников экспедиции к мысли, что они могли стать свидетелями этого возвращения. Когда диск завис над ними, из него вышли 3 существа с ярко светящимися глазами, облаченные в серебристые костюмы. Они начали общаться с исследователями, передавая информацию в виде изображений, проецируемых прямо в их сознание. Участники поняли, что это была не просто встреча, а важный момент, который мог изменить их понимание истории человечества. Существа рассказали о своем происхождении и о том, что наблюдают за развитием человеческой цивилизации на протяжении тысячелетий. Они подтвердили, что пришли на Землю, чтобы помочь, но предостерегли о последствиях, если человечество не изменит свое поведение. Это откровение поразило участников экспедиции. Они столкнулись с реальностью, которую никогда не могли бы представить. После встречи силы природы вокруг лагеря начали меняться. Ветер усилился, небо потемнело, и участники поняли, что их время истекает. Существа сообщили, что могут передать знания, но только в тот момент, когда человечество будет готово их принять. Затем, подобно звездному свету, пришельцы начали медленно подниматься обратно в небо, оставляя за собой яркий след. Участники экспедиции остались в полном шоке. Их восприятие мира и истории человечества изменилось навсегда. Они стали свидетелями того, что мифы о небесных пришельцах могут оказаться реальностью. В их сердцах зародились новые вопросы о том, что значит быть человеком и как взаимодействие с высшими силами может повлиять на будущее. Вернувшись к своим исследованиям, они были полны решимости делиться знаниями о том, что мир гораздо более сложен и загадочен, чем они когда-либо предполагали. После встречи с небесными существами участники экспедиции вернулись к своим исследованиям, измененные новыми открытиями. Их знания о древних цивилизациях и мифах обрели новый смысл. В первую очередь, они начали делиться результатами с научным сообществом, обсуждая возможные контакты с инопланетянами и интерпретацию древних встреч. В течение следующих месяцев группа организовала семинары и конференции, на которых делилась своими наблюдениями. Ученые, историки и уфологи собирались для обсуждения легенд о небесных пришельцах через призму современных знаний. Эти мероприятия привели к новым исследованиям древних текстов и артефактов, которые могли подтвердить или опровергнуть их идеи. В это время внимание общественности к теме небесных пришельцев возросло. Множество людей начали интересоваться историей древних цивилизаций и их мифами. На форумах активно обсуждались идеи о том, что древние легенды могли быть основаны на реальных событиях. Это привело к новым течениям в уфологии и археологии, которые искали связь между мифами и современными научными достижениями. Среди участников экспедиции возникли идеи о том, как использовать свои знания для позитивных изменений в обществе. Они стали заниматься просветительской деятельностью, подчеркивая важность заботы о планете и друг о друге, как это предсказывали легенды. Вдохновленные мифами о людях из звезд, они организовывали мероприятия по охране окружающей среды и поддержанию устойчивого развития, стремясь объединить людей для общей цели. Тем временем их исследования привели к неожиданным находкам. В одной из раскопок они обнаружили древние артефакты, явно указывающие на контакты с высокоразвитыми цивилизациями. Эти находки быстро стали предметом обсуждения в научных кругах и привлекли внимание СМИ. Если вам тоже интересно, кто же спускался на Землю, и вы хотите больше таких увлекательных историй, не забудьте подписаться на наш канал. А если наше творчество вызывает у вас радость, мы будем очень благодарны за любую поддержку. Ссылка в описании или QR-код на экране. Не оставляйте нас в одиночестве, как древние цивилизации на своих планетах. Журналисты создали документальные фильмы и репортажи о находках, что еще больше увеличивало интерес к теме. В конечном итоге усилия участников экспедиции привели к новому осознанию важности изучения мифов древних цивилизаций и их связи с современностью. Люди начали воспринимать эти легенды не только как сказания, но и как возможные свидетели реальных событий. Обсуждения об уроках, которые человечество может извлечь из своего прошлого, стали актуальными.
С каждым новым открытием исследователи осознавали, что их взаимодействие с небесными существами стало частью более широкой истории о том, как человечество может измениться, открывшись новым знаниям. В их сердцах оставался след от этой встречи, напоминание о том, что мир гораздо более загадочен, чем кажется на первый взгляд. Каждый из них понял, что может внести свой вклад в создание более светлого будущего, где старинные мифы и современная наука становятся одним целым, открывая новые горизонты для человечества.